Насколько эпичен должен быть Powerbank? Ровно настолько, чтобы обеспечивал зарядку моего ультраноутбука. И может ли это делать данный Powerbank от Bezos, вы сможете узнать в конце. От того, что погонял я с ним уже пару месяцев, и мне есть что о нем рассказать. Tube397, всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые и емкие обзоры, а еще долгие стримы с ответами на вопросы по воскресеньям и много конкурсов, условия которых всегда в описании к видео. Подписывайтесь с колокольчиком, мой формат обзоров вас точно не утомит. И сегодня я впервые на своем канале расскажу о пауэрбэнке с заявленной емкостью в 30 тысяч мАч от фирмы Baseus. Фирмы, стилус которой мне верно служит уже год. И конечно, это не является характеристикой качества этого продукта, но для меня именно по этой причине данный бренд достаточно узнаваем. А еще от того, что на него постоянные скидки на Алиэкспрессе, на котором я покупаю свои товары, и он, можно сказать, маячит у меня перед глазами всегда. Да, и у блогеров товаров Baseus на обзорах хватает. Ну а теперь тезисно об этой огромной банке. Упаковка белая, удобная, под размер. На упаковке указана вся необходимая информация, QR-коды и голографические наклейки в наличии. Хотя у меня, конечно, такое чувство, что данный товар редко кто подделывает. С другой стороны, в комментариях пишут, что есть подделки этих банок, хотя неизвестно где и неизвестно кто. Китай подделывает, притом лоукостовый. Красиво открыть коробку мне не удалось. Внутри все просто. На пластиковой подложке Powerbank в белом пакетике. Кабель для зарядки, micro-USB и немного макулатуры, инструкция и гарантийный талон. Все выходы банки были закрыты наклейкой, и я не один день после того, как я ее снял, клей с этой банки снимал. Очень он въедливый. На Power есть экран с указанием процента оставшегося заряда, который может также показывать вольты и амперы как при зарядке от Powerbank, так и при зарядке самой банки. Есть также физическая кнопка, которая может активировать экран для индикации оставшегося заряда. При подаче нагрузки будет указывать зарядку телефона, при нажатии будет меняться данные напряжения, тока и оставшегося процента зарядки в Powerbank. Есть возможность одновременно заряжать банку и от нее заряжать еще 5 девайсов. Разъемов у Powerbank 7, 4 USB, 1 micro-USB, 1 Type-C и 1 Lightning. Через разъем Lightning мы можем банку заряжать. Толщина Powerbank 4,7 см, длина 15,5 см, что в принципе не так и много. Зарядкой Quick Charge версии 3.0 или зарядкой с Power Delivery версии 3.0 можно будет зарядить банку за 10 часов, что для такого объема очень даже хорошо. И конечно, Powerbank поддерживает как собственную зарядку данными протоколами, так и зарядку от него девайсов по данным протоколам. Ноутбуки с технологией зарядки Power Delivery 3 версии могут заряжаться от данной банки при мощности 18 Вт. К сожалению, мой Xiaomi-шный ноутбук данную зарядку не поддерживает, хотя банка от Xiaomi его свободно и заряжает, но это чуть-чуть другая история, она довольно дорогая, и для меня это печаль. Кратко, Baseus больше по макбукам. В принципе, так в рекламе и написано, но опять же не каждый может прочитать, тем более это где-то под конец. И чтобы вы не думали, что я забыл про его внешний вид, банки бывают черного и белого цвета. Пластик качественный, рельеф пластика маленькими ребрышками, и мало того, что банка классно выглядит, так еще и со временем не портится внешний вид. Учитывая, каким образом я эксплуатирую девайсы, для меня это крайне удивительно. iPhone XS по заявлению производителей банка заряжает за час. А теперь к самому важному – реальная емкость. Ведь физику никто не отменял, и здесь вас будет ожидать довольно приятный сюрприз. В банку можно залить почти 27 тысяч мАч, а вот выгрузить можно почти 20 тысяч, и это просто фантастический результат. И эти тесты я проводил не один раз. 2/3 емкости на выгрузке даже у топовых брендов не всегда встретишь. Плюс это накладывается еще на то, что сам производитель обещает всего 18 тысяч, а банка выдает практически 20. Это очень круто по меркам лоукостовых товаров, и первый раз, когда я такое встречаю. Весит банка как достойный кирпич, 507 грамм это вам не шутки, это полкилограмма. С собой можно носить как метательный снаряд, и как часто я пытаюсь сделать эти параллели, эта ассоциация сейчас ровно самая точная. Максимальный одновременный суммарный выход мощности банка дает в 33 Вт. Таблицу, на каком входе сколько у вас будет, вы видите на своем экране. Довольно круто, что банку можно заряжать через вход Lightning. Быстрая зарядка работает только на одном разъеме, и это по большому счету все, что нужно знать о данном Powerbank. А, точно, еще цена. По ссылке в описании, без всяких купонов в официальном магазине на Алиэкспрессе, Powerbank обойдется вам всего в $36, что дешевле, чем многие Powerbank на 20 тысяч мАч, и тем более со всеми купонами, наверное, реально и дешевле 30-ки купить люди покупали за 27 по отзывам. И учитывая количество разъемов, защиту от перегрузки, защиту от самозаряда, это довольно выгодно.
выгодно. Хотя мой выбор Xiaomi. Пусть немного дороже, но я могу свой ультрабук заряжать. Или беспроводной зарядкой пользоваться в другой версии банки. Что еще может сказать фанат Xiaomi? Бонусом сегодня добавлю свой маленький эпичный фейл. $10 на мусорку. И не от того, что этот товар позорный, а от того, что эту мега крутую подставку а-ля Железный Человек ровно через 10 минут после распаковки разбил мой сын. Вердикт: выглядит она круто. Стоит копейки, закажу еще, но от сына буду прятать. Подставка под гаджеты просто топ. При том, что головой Железного Человека сын играл еще долго. Не забываем подписываться с колокольчиком, ставить лайк за труды. Девайсу да или нет, пользы нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.